Ну что, готовы к старому контенту на новый лад? Ведь еще вчера в eFootball появились новые карточки из разряда «Игроки дня», которые выцепляют лучших футболистов по итогам игрового дня чемпионата мира. Вчера появился первый пак, сегодня появился второй, и уже завтра появится целый третий пак. В чем же особенность данных карточек? Стали ли они сильнее по сравнению с игроками команды недели? В чем прелесть подобной концепции и какие ошибки Konami успели допустить? В сегодняшнем ролике предлагаю все это обсудить поподробнее, потому что на первый взгляд концепт выглядит интересно, но, как и всегда, исполнение крайне и крайне хромает. В общем, давайте обо всем по порядку. Слышишь этот звук? Это уникальный Nissan 370Z. Уже ждет тебя на парковке Playrock. Его новенький салон вовсю блестит, а в бардачке собрались самые лучшие предложения по монетам в eFootball и множество других предложений. А в багажнике целая куча подарков. Этот неповторимый Nissan, а также iPhone 17 Pro Max, Sony PlayStation 5 Pro, игровой ПК, Nintendo Switch 2, MacBook Neo и еще много всего может стать твоим, ведь это подарки от Playrock в честь его 4-го дня рождения. Все, что тебе нужно делать, с 10 июня по 10 июля заходить на сайт, совершать покупки или просто выполнять задания, получать плей-токены и обменивать их на билеты в одной из категорий призов. Чем больше билетов ты собираешь, тем выше твои шансы на победу. Переходи по ссылке в описании, пользуйся моим промокодом, участвуй в розыгрыше. И помни, если выгоднее и с подарками, значит Playrock. Новые карточки «Игрок дня» по сути продолжают концепцию игроков команды недели. Это все те же самые трендовые карточки, которые выходят по итогам тех или иных матчей. Только в отличие от команды недели, промежуток, который необходимо подождать, чтобы эти карточки увидеть, намного и намного меньше. По сути, буквально на следующий день после того, как эти матчи были сыграны. То есть вот что-что, но за этакую оперативность даже можно в каком-то смысле респектануть. В принципе, концепция та же самая, карточки доступны в рамках отдельных наборов, в котором присутствуют 6 конкретных футболистов. Эти паки можно выкрутить за золотые монеты, и также можно получить бесплатную крутку за прохождение отдельного ивента против искусственного интеллекта. Он максимально простой, в отличие от привычных круток на команду недели, вам не нужно играть несколько матчей подряд. Достаточно сыграть один матч, в котором необходимо победить. И с этим проблем тоже быть не должно, учитывая, что разработчики позволяют выбрать уровень игры. Как я и упоминал ранее, это все те же самые трендовые карточки, то есть мы не можем их никак ни прокачать, ни добавить позиций, и уж тем более не сможем добавить им навыков. Но при этом отличие от привычных карточек команды недели все-таки имеется, потому что бустер у них все-таки отличается. Тогда как у команды недели это привычный зеленый бустер, который работает конкретно от проставленной физической формы по итогам прошедшей недели, тогда как бустер у карточек игроков дня это по сути разновидность другого бустера, именно желтоватого, который мы можем наблюдать в паках с игроками турецкой лиги, японской и бразильской лиги, который работает от количества конкретных футболистов в вашем составе. То есть чем больше футболистов одного и того же чемпионата, той же самой национальности, тем активнее будет работать буст. Тут то же самое. И поскольку я заикнулся о разновидности, это все же не тот же самый буст. Он работает так же, но немножко отличается. Потому что ранее упомянутый буст, который работает в шоутаймовских карточках по пакам конкретных чемпионатов, этот буст прибавляет плюс 3 ко всем показателям. Абсолютно ко всем. Начиная от атакующих и заканчивая вратарскими показателями. Тогда как аналогичный буст у игроков дня распространяется только на конкретно взятые скиллы, то есть на 4 позиции. Но при этом добавляет он так же, как и буст у игроков команды недели, то есть обычных 3 пункта, и получается, что по большей части, вот по цифрам, эти карточки недалеко ушли от тех, что мы наблюдали на протяжении всего сезона. Только при условии, что на этот раз буст будет работать не от физической формы, а от того, сколько игроков той же национальности вы поставите в состав, что очевидно, неудобно. Поэтому, наверное, мало у кого из представленных игроков этот буст будет работать на все 3 пункта. Скорее всего, на 1. Поэтому, когда будете смотреть будущие карточки на eFootball Hub, отключайте вкладку первого бустера, который прибавляет плюс 3 пункта, и включайте второй бустер, который приплюсовывает плюс 1. Потому что нужное количество игроков для full активации буста вы вряд ли наберете. Поскольку он работает следующим образом. Если в вашем составе будет от 1 до 7 игроков
игроков одной и той же национальности, буст будет прибавлять плюс 1 к скиллам. Если в вашем составе будет от 8 до 10 игроков, буст будет прибавлять плюс 2 пункта. И вот если в вашем составе будет от 11 и до целых 23 футболистов, то тогда буст будет работать на полную мощность. Но опять же, смысла в этом как будто бы немного, учитывая, что по цифрам, эти карточки почти никак не отличаются от того, что было в команде неделя. А команда неделя уже давным-давно остановилась в своем развитии. Пока эпические и шоу-тайм игроки постепенно приближаются к легальным 110 пунктам рейтинга, карточки команда неделя все еще остановились где-то на отметке 101, иногда 102 пункта. Оттого и получается, что на первый взгляд концепция очень интересная, учитывая, что каждый новый день мы получаем актуальных игроков, которые успели отличиться в тех или иных матчах, но в то же время кардинально нового они чего-то не привносят, они не могут усилить фри-то-плейщиков, они не выглядят интересно по своим стилям, по своим цифрам и вообще не отличаются от того, что мы наблюдали на протяжении всего сезона в той же самой команде недели. Но если бы это было единственной проблемой, ведь опять же все упирается в авторские права, ибо уже стало известно о том, что далеко не все игроки сборных, которые участвуют в чемпионате мира, могут появиться в этом паке, то есть некоторые ограничения на футболистов некоторых национальных сборных. Но и это еще не все. Есть конкретно взятые футболисты, которые не могут появиться в этих паках из-за проблем со своим личным брендом. То есть такие игроки, как, например, Винисиус Джуниор, который уже успел забить гол на чемпионате мира, которого мы ждали во втором паке, но которого так и не увидели. Якобы из-за того, что с игроком нужно договариваться отдельно, и это предмет дополнительных дискуссий, договоренностей, соглашений с конкретно взятым футболистом. И я более чем уверен, такие игроки тоже найдутся в паре тройки сборных, с которыми Konami не сотрудничают напрямую, как с португальцами, французами и аргентинцами, испанцами и так далее. И поэтому получается, что далеко не всех героев матча чемпионата мира мы сможем увидеть в игре. Таким образом, мы уже не увидели ни американцев, ни мексиканцев, которые как бы являются странами-хозяйками данного чемпионата мира, но опять же из-за проблем с лицензированием их игроков в этих паках мы не увидели и, скорее всего, не увидим. Поэтому можно сказать, что все получилось как и всегда. Задумка в каком-то смысле интересная, но исполнение, как и всегда, полный пиздец.